Доброе утро, дочка. Да, это твой черненький. У нас сегодня будет поездка маленькая. Мы тебя отвезем в кое-куда. С тобой хотят познакомиться. Хорошо, моя девочка? Но ты не волнуйся, не переживай, все будет хорошо. Договорились. Мы тебя очень сильно любим. Тянь. Все, сюда ж папе. Да, там мама сейчас придет. Ты красотка хорошая. Дашь сосу папе? Да, моя принцесска. Не надо. Надо сосу обратно. Я тебя люблю. Всем доброе утро. Папина девочка, все, сейчас не время. Игорь, собираемся. Я знаю, что тебе прям нужна эта игрушка, но мы выходим. Какая ты у меня хорошая. Где мама твоя? Иди скажи, мам, выходим. Кофе берем и выходим. Очень быстрыми темпами, чтобы успеть в вокзал. Путь держим в сторону вокзала, уже почти дошли. Сегодня у нас поездка в город Эрфурт. Важный день, честно, но мы не хотим сильно драматизировать все это, потому что, как вам сказать, это не игра такая. Сегодня идем в очередной раз в больницу, чтобы проверить сердечко Саманты. Наша педиатрша год назад нас направила, чтобы мы проверили ее сердечко. Мы поехали в соседний город Эрфурт, и там был врач, который занимается этим делом. Все хорошо, никаких проблем нету, но сказали, что в целях профилактики через год, когда ей будет год и 4 в данный момент, мы должны ту же самую проверку еще разочек пройти. И сейчас мы, хоть и очень спокойны, но очень взволнованы, едем туда. Уверены, что все будет отлично, никаких проблем нету, но все-таки какой-то мандраж, беспокойствие какое-то присутствует. Как ни крути, когда какой-то вопрос касается Саманты, нас это очень сильно тревожит и беспокоит. Так что кулачки держим, в комментариях пишем все хорошее. И мы поехали. Нам хорошей дорожки. А с вас подписка, комментарий и лайк. Спасибо. Зашли. И наша принцесска сейчас будет гулять в транспорте. Идем к маме. Подожди. Сейчас пойдешь. Уже бежит. У тебя что-то новое сегодня будет? Да, пошли к маме. Давай пропускаем. Алло. В общем, вот такой у него сегодня будет денек. Будет гонять туда-сюда. Создает контакт со всеми в вагоне. Эта принцесска ей нравится. Ну классно, что мы можем уже пускать ее гонять туда-сюда. И это ей интереснее. Саманта. Короче, Саманта себе нашла подружку. Тут есть тетя немка такая хорошая, с ней играет. А она не прочь. Видюшку и свою игрушку передает этой тете. И обратно вверх. Кайф? Спасибо. Скажи спасибо, тетя. Данке. Спасибо. Все должно быть хорошо. По-другому не может быть. А тут нам нужно было сесть в другую электричку, нужно было поменять платформу. И я записывал, а звука не было. Звук забыл включить, чтобы была запись со звуком. Ну, в общем, вот такая история. Мне не нравится дорога в этот город, в Эрфурт, потому что она вот такая, и когда едешь, хочешь, не хочешь, перекачивает и начинает тошнить. Каждый раз, как поездка в этот город, у нас вот такой, типа оттуда выходим, зеленый выходим, укачанный. Тошнотворные.
Ну, малышкой все хорошо, она себе спокойно едет. Ну, чуть-чуть ноет, это нормально. Так, поездка для меня очень тяжелая. Ну, для Танюши тоже, и для Саманты, ну, наверное, Саманте все равно. Но очень много народу и очень долго едем. Прям опоздание на опоздание. Мы уже должны были быть в больнице, но еще путь продолжается. В данный момент показывает, что плюс 15 минут. То есть опаздываем уже 15 минут. Саманту только что посадили в коляску, но она не хочет уже сидеть, потому что ей скучно. Короче, надеюсь, больше опозданий не будет хотя бы. Доехали, но с задержкой я уже не знаю сколько. В итоге мы уже опоздали уже на 25 минут. По записи мы должны были быть на 10:45, если не ошибаюсь. А я не ошибаюсь. А сейчас 10:10, а 11:10. Хоть мы, в принципе, ехали с большим зазором и оставили себе большое окно времени, но... Да, зазор был очень большое окно было. Но, во-первых, первая отмена была, во-вторых, вторая очень долго стояла, очень долго задержалась. Короче, я не люблю общественный транспорт, электрички. И меня раздражает реально вот все, что происходит именно в вокзалах. Потому что сейчас я случайно коляской наехал на какого-то человека, потому что человек идет рядом со мной, обходит меня и прям встает Подрезает перед коляской. Я разозлился, конечно же. Сказал ему нехорошие слова на русском. Он не понял, но в любом случае это такое место, где люди просто ведут себя максимально неграмотно, некультурно и некомпетентно. Вот сейчас выходили из поезда, люди не понимают, что надо с коляской, с велосипедами пропустить, потом лезть вот на голову. Будет легче всем выйти. Может, кто-то понимает этого, но из-за того, что скопление разных наций очень большое количество, из-за такого скопления Да и получается... вообще просто много людей, и все лезут. Нет особой какой-то культуры пропускать, выходить по очереди. Те, кто сзади стоят, они начинают лезть, бежать вперед. Ну, короче. Я склоняюсь к тому, что из-за того, что большое количество людей в одно, а из-за того, что разные культуры, и во многих культурах просто нету понимания уступать. Даже если там инвалидная коляска или что-то такое, если не придет там человек, который работает в поездах, может быть это контролер, может это водитель, и не скажет уступите дорогу. Такие вот дела. Мы уже дошли почти. Идти недолго, минут 2 осталось по ходу. И там сейчас будем разбираться. Они не могут, конечно, сказать нет, но... Ну, неудобно опаздывать. Конечно, нехорошо опаздывать. Да. Не опаздывайте. Еще помимо того, что у нас и так каждый раз с Самантиком дорожка нелегкая. Сегодня она была более-менее нормальная, хоть и крутилась как не в себе. Да, хочешь закрытым? Да, она не может сидеть на месте. Она очень такая девочка активная, шабутная, ей хочется везде дергать, лезть. Она цепляется за колеса велосипеда, за людей, за штаны. Ну, то есть она просто, ей все интересно. Нормальный себе, здоровый, активный ребенок. Ну, бывает, она кричит. В этот раз, слава богу, она не кричала, поэтому это уже... можно поблагодарить Вселенную. Но что я хочу сказать? Она общалась со всеми. Да, она машет там себе, улыбается, все. И, конечно, когда становится скучно, она начинает мукать и ныть. Ну, а что делать? Берем какие-то подручные предметы, начинаем развлекать, как-то выходим. Давать ей и все. Что я хочу сказать? Так как эта дорога в Эрфурт от нашего города очень такая горная, и там всегда укачивает очень сильно. Я взяла вчера, думала, что я сделала доброе дело для нас с мужем. Короче, я взяла, у меня такая есть старенькая, типа, не соковыжималка, такая типа блендер, смузи делать. Я там себе взбивала сливы, винограды и апельсины, чтобы было кисленькое. Ну, типа, сделать такой свежевыжатый сок, потому что вот в этих таких, когда тебя кидает и укачивает, вот как раз таки что-то цитрусовое очень помогает. И этот сок в рюкзаке пролился. В общем, я психанула, расстроилась, потому что там еще была ее медицинская книжка, еще документы, папка с документами. Но, слава богу, на это все не перешло. Факт в том, что я этот стакан что там по дороге попила и только что вышла, выбросила.
Ты выбросила? Я выбросила. Ну, молодец, я очень рад. Я хотел этого действия, вот с первой секунды, как я увидел этот стакан, я хотел выкинуть. Но понимал, что если я скажу выкинуть, будет это травма душевная, психологическая для сейчас травма. Танюшки. Но так как она сама решилась, это просто чудесная. Вселенная Знак, расположилась слышал, знак в мою был только сторону. Небеса услышали меня, потому что у нее есть вещи, вот так она изначально сказала, старенькая, ну зачем ты эту старую тянешь с собой? У нас куча бутылок, банок, возьми, выкинь, воспользуйся другими новыми и все. Ладно, я очень рад, хоть уже хорошая новость. И, кстати, да, Эрфурт, этот город мне очень нравится. Внешне он прям красивый такой. Старинные здания. Это я потом покажу. Сейчас мы реально торопимся к врачу и переживаем за то, чтобы все было нормально. Можешь снимать уже шапку. Да, я хочу снять шапку. Эти ушки-подружки. Пап, я такая хорошая, иди сейчас покажи просто эту мордочку. Что тебе не понравилось? Что мордочка? Что вот так щечки-грушечки закинула и сижу У там? нас какой этаж? У нас доктор практис 2. Что, щечка? Что не так? Мама тронула шейку, чтобы расстегнуть шапочку? Я да. уже спать хочу. Ну На папу дай. посмотри, папа. Давай, Где папа? Где папа? Давай, пончик вкусный маме. Вся тепленькая, горяченькая. Какой интересный самолет. Самолетик. Класс. Да, давай мы там у тебя обязательно сделаем такую штуку. Потому что Он пусть тут играется мне тоже. так нравится. Тут поиграется, конечно же, но мне так нравятся эти стенки. Да, Сэмми? Папе тоже нравится. Да, я тоже хочу такую штуку. Ой, смотри, ты хомячок. Ты хомячок. А это знаешь, как работает? Смотри, Саманта. Тут должна быть какая-то штука, чтобы их магнитка... А, у папы есть, смотри. Иди, давай смотри, папа, Смотри, у магнитики папы с собой магнитик с есть. собой. Что, они возмущались, что мы опоздали, да? Не, не возмущались, сказали, вы опоздали. Я сказал, извините, там поезд. Они сказали, ничего страшного, все нормально. Так что Такие люди хорошие, да. понимающие. Ладно, у меня там документы. Да, иди, смотри. Самантик, а смотри еще, что можно. Вот это. Дотя, вот тут. Видишь, вот эти штучки можно водить. Часы можно изучать. Вот так крути. Крути. Смотри, бери одну детальку и веди ее. Самантик, тут есть где порисовать. Не-не-не, в кабинет ты не иди, иди сюда. Вот, садись, мама сейчас тебе даст рисовать. Можно взять один рисунок. Ничего страшного не случится. Это тебе. Держи. Сейчас с папочкой будешь рисовать. Да, моя девочка, да. Если честно, мы все равно чуть-чуть больше волнуемся, и вот переживания присутствуют, потому что мы уверены, да, что все хорошо. Просто доктор, не дай бог, что-то плохое скажет. Это будет вообще, не знаю, что произойдет с нами. Не скажет. Да, не настраивайся, просто варианты говорю. А сейчас мы чуть-чуть порисуем. Я думаю, вот такую штуку лучше купить, поставить, чем этот манеж стадии будет кайфово. Ты все хочешь покупать, негде. Ты хочешь Манеж убрать, манеж просто убираем и эту ставим. Потому что мне хорошо, мне хочется рисовать. Боже мой.
Am besten mal. Papa nimmt sie mal. Die Hände sind ein bisschen seitlich nach hinten. Процедурку закончили, Саманта прям очень сильно расплакалась, очень-очень сильно. Сейчас мы ее успокаиваем и выходим отсюда. Первый раз мы видели Саманту в таких слезах, мы сильно переживнули. Реально, такого у нас никогда не было, чтобы она вот так плакала. Смотрите просто, как она маму держит. Все, успокойся. Все. Главное, закончили. Они сказали, вы сделали большую работу. То, что мы смогли вот это все пережить. И сейчас ее успокаиваем, одеваем, выходим. Короче, мы вышли, все нормально, Самантик успокоилась. Ты что так заплакала? Ты просто хотела, чтобы с тобой чуть-чуть побольше познакомились, да? Поближе. Подружиться ты хотела. Вот эти глазки уже в слезах вся. Моя любовь, все хорошо. Короче, мне кажется, что ей надо было с докторами чуть побольше поиграть. Провести время, познакомиться, чтобы она так сильно не расплакалась. Она у нас общительная, но в любом случае ей хотелось, подружиться с ними. А они там пришли, привет, и сделали свои процедуры, как и должно было быть, в принципе. Никаких там заигрываний никто особо не будет делать, потому что очередь есть, дети приходят, уходят, и они к этому привыкают, и никто не будет сюсюкаться с нашим ребенком. Хоть и так хочется. Но в любом случае они профессионалы своего дела, они сделали все процедуры, которые должны были сделать. Они посмотрели Саманту, сказали, что, мы должны еще разочек провериться, но не сейчас. А что с Самантой, скажу чуть позже. Нужно чуть просто пройтись и отойти от того, что мы сейчас пережили. Эта девушка вообще готова бросить все и бежать волосы назад. Ой, Самантик, ты моя певичка? Успокоилась, любимая? Да, все, хорошо. Да, уже все поет, успокоилась. Наша любовь. Мы сейчас тут, ребят, с Акопом расходимся, потому что малышка, слава богу, уснула. А я очень хотела на эту площадь. Это центральная площадь этого города. И тут есть кафедральный собор Святой Марии. Там? Хорошо. Телефон мой. Мой у меня, а твой я забрала. Я бы хотела, чтобы мы вдвоем туда поднялись. Поднялись вдвоем, и там, чтобы Самантик погуляла, потому что все-таки это храм Святой Марии. Но так как она заснула, буквально вот только что, она всегда вот на такой брусчатке засыпает. И время уже просто подошло. Сейчас 12 часов, и она там так нанервничалась. Боже, я вам просто не могу передать, что сейчас было. Я испытала просто, наверное, такой стресс, которого не испытывала давным-давно. Потом об этом, потому что я подошла к храму. Акопчик меня, естественно, отпустил. Я пойду сама. Если там открыто, я хочу зайти и поблагодарить в очередной раз Бога за нашу прекрасную девочку. И за то, что она здоровенькая, и за то, что с ней все хорошо. А так я вообще очень люблю такие места. Ой, вообще отсюда красиво. Сейчас вам тоже покажу. И сам храм вы видите, да. В таком готическом стиле, как и многие в Германии, и вообще по Европе. Короче, меня это все очень красиво, меня это все очень всегда восхищает. И я в такие места, естественно, хочу заходить. Но Ак, конечно же, не мог рискнуть пойти с коляской, потому что, видите, надо подниматься по ступенькам. То есть ее надо взять в руки, мы ее бы разбудили. Самантик спит всегда очень чутко, а мы ее сном очень дорожим. Просто посмотрите, каких масштабов дверь. Она очень большая. Я вообще люблю вот так вот все эти детали рассматривать. Когда есть время, девочка тоже не может зайти на себя или туда, туда. Я быстро за ней. Dankeschön. Я тоже не знала, как она открывается, поэтому постояла. Здесь прям холодно. Сейчас вам от входа покажу, потом уже, когда зайду еще.
сяду. Тихонечко помолюсь, чтобы никому не мешать. Все, я уже со своими. Если честно, за 5 минут не получилось, потому что было мне там о чем подумать, за что поблагодарить. Поговорила с Богом. Но хочу вам сказать честно, я так замерзла там просто. Меня сколько не было? Ее не было 35 минут. 35 минут. Это она уже столько спит, да? Ты бусинка спит, такая хорошенькая. Не показывай. Никому не покажем Саманту. Все, я вышла, и у меня как-то на душе стало намного легче и чище. А то вы знаете, да, что у нее там творится? Потому что после сегодняшнего дня я, честно, даже не хочу вспоминать, что это было. Ну, уже потом про это расскажем. Давай сейчас будем наслаждаться этим днем. Мы сейчас смотрим на этот прекрасный храм, и нам хорошо. Я пришла и сказала мужу: я тебя люблю, ты у меня самый лучший. Так и знай. Не смейся. У нас все хорошо, я встала. Настроение у меня отличное. Тут так много всего, есть чего можно посмотреть. Да, Самантен? Ты прям в центре в каком-то, да? Да, говорит. В центре прям. Да? Любимая? Ты хорошо поспала? Ты хорошо себя чувствуешь? Да. И мы решили все, что было уже в прошлом, и мы больше это не будем вспоминать. Вот так. Танюшку отправили, чтобы она выбрала нам кафешку, где ей понравится, где она будет есть тортик и пить кофе. И вот она в поисках кофе и всего остального идет к нам. Ну, пришла в кафешку, ножки на стол и сидит себе. Блогер с нами, все хорошо. Ну, Самантик, так нельзя здесь, ножки опусти. Ты же красивая леди. Молодец, моя девочка. Она все понимает, все слышит. Ну не надо, кукусик мой. Да, хорошая погодка, да, сегодня? Какое хорошее. А что мы ей закажем? Да, закрыть. Это что, ты по катушке сделала? А ну-ка еще раз сделай. Давай, делай, папа разрешает. Делай. По катушке, да, делаешь? Давай еще. Давай, папа разрешает. О! Ну, видишь, мы по катушке делаем. Давай. Хо! Умничка моя. Ну что, да? Класс, скажи, класс. Давай. Класс. Да. Улыбка ты наша хорошая. Наконец-то ты смеешься. Как хорошо, когда у тебя улыбка присутствует. Мы так радуемся. Мы опять же повторим, мы так сильно разволновались и переживнули, там вышли, и вот стрессовое состояние долго не отпускало. Даже вот прямо сейчас, можно сказать, мы успокоились, когда увидели вот эту красивую девочку улыбающую. Моя любовь, моя красотка. Она реально в жизни так не плакала. Как Танюшка сказала, вот это слово я знаю на армянском, она захлебывалась. А на армянском это слово называется... Забыл. Как на армянском? Уже вспоминай, раз ты так сказал, знаю на армянском, уже вспомни. Я прям сейчас просто забыл это слово как на армянском. Ладно, сейчас вспомню, расскажу на армянском. Просто когда ты сказала на русском, у меня вылетело. Захлеб. Да, взахлеб. Он такой, это моя девочка. Мы понимали, что мы хотим это предотвратить. Мы не знали и понимали, что не надо предотвращать, потому что доктор рассматривает. Ну, в общем, это... Но мы ничего не могли сделать. Это очень такая картина, которую не хочу, чтобы никакой родитель увидел. И Да. вообще, дай боженька, чтобы все детки были здоровы, потому что родителям вот это все пережить, когда что-то детям делают в больницах, это страх страшный, честно вам говорю. Я просто поправил, потому что так некрасиво говорить. Некрасиво. Вот ей сначала ей одели на ручку такой браслетик. И На пальчик.
Я не видела, если На честно. Я пальчик только ручку видела, просто что натяжала. медсестра держала ручку так, что у нее аж пальчики посинели. Там минута это все длилось, а она у меня на руках. И я просто Да. сама хотела плакать. И это, конечно, паника. Эта медсестра говорит, все, это нормально, так все дети, все нормально. А для нас вообще ненормально. Куколка такая Скажи, пап, хорошая. я всегда такая просыпаюсь. Просто тебя нет дома в этот Вот момент. нет, Вара, это я утром ее постоянно беру Ну, такой. утром нет. Вот после обеда она всегда вот такая игрунька. Просто хочу чудить называется. Может, потом- оденем красотки, пусть побегает? Нет, пока пусть сидит, давай попьем кофе. Потом, в общем, ей на ножку одели, там давление померили, и еще разные проводки ей цепляли. Это первый кардиограмма. был. Да, кардиограмму делали. Это был первый удар. А Первый потом, этап. когда мы пошли к врачу, там такой темный кабинетик, уютный, все хорошо. Там ЭКГ, да, по-моему, называется. Нет, это, ну, типа, да, УЗИ, в общем. Таким специальным гелем поливают на животик, и на животике он просто водил. Я понимаю, что это ей было не больно. Но мы ее за ручки вот так держим, медсестра за ножки. Ребята, это такое было жуткое зрелище. Она вырывается так и кричит так. Мы с Акопом еще в жизни ребенка таким не видели. От этого, конечно, у меня аж вот так просто челюсть начала трястись. Я вся трясусь, ничего сделать не могу и понимаю, что эту процедуру надо закончить. Ну, это длилось всего лишь 2 минуты максимум, Да. и то меньше. А мне казалось, что это 5 часов ей делали. Ладно, скажу, что происходит, почему мы пришли сюда. По сути, когда первый раз мы попали к нашему педиатру, педиатр просто отправила проверить сердечко Саманты, и после проверки, вот этот врач сказал, что у нее... Что? Дай ей игрушку какую-то. Врач сказал, что там есть клапан, который должен закрыться. У нее открыт. Но открыт вообще незначительно. Там может быть сантиметр, он сказал. И сказал, что не стоит волноваться. Мы в следующий раз должны пройти проверку через год. И вот наступило время через год. Это было сегодня. Мы пришли на проверку. И опять же, доктор посмотрел, сказал, все окей, не волнуйтесь. Но в следующий раз, когда ей будет 4-5 годика, еще разочек надо посмотреть, потому что там осталось в буквальном смысле там миллиметры, чтобы вот эта щель закрылась. Так что вы молодцы, что вы пережили этот стресс, вот эти слезы, которые мы видели. И все, вы свободны. Можно сказать, спокойно живем, ничего не делаем, в буквальном смысле этого слова. Все окей. Но вот Анюшка говорит, типа, эта щель должна была быть уже закрыта. Но я в любом случае больше прислушиваюсь к врачам, которые сейчас сказали, что все окей. И не буду лазить, там, читать какие-то еще интернетские варианты. А я буду искать. Если честно, я до этого изучала, конечно же, этот вопрос, когда мы первые разы год назад ездили на эти проверки, и там была точная информация, что до годика оно должно было закрыться, этот клапаночек. А сейчас говорят, он говорит, там немного, там не страшно, это не проблема, но он не закрылся. А нам уже год и 4. Я просто обезопасюсь, перепроверю, буду узнавать, буду спрашивать у всех, кого возможно, чтобы этот вопрос все-таки уточнить и быть уверенной. Потому что доверяй, но перепроверяй. Да, это ее версия. Там сказали еще, там небольшая, там 5 миллиметриков, но я же знаю, что уже должно его не быть. Значит, не будет. Открой, пожалуйста, рюкзак, дай ей что-нибудь в ручке погрызть. А то я чувствую, она хочет есть. Ну, мы сейчас ее будем кормить уже ее обедом. Сейчас Да, мы быстро да. покушаем нашу красоту. Посмотрите, что мамочка выбрала. Мамочка выбрала кофе, торт. Молодец. Да. Умничка. Ты какой хороший. Что, тебе ничего мама не выбрала? Ты что надулась? Ты ветерочек ловишь такой приятный, да? Мама, я спокойна. Просто затихла. Хорошая, хорошая. Да, сейчас будем все вместе кушать. Конечно, мама не сможет есть и тебе не давать. Ты же это знаешь. После стресса что нужно делать? Конечно же, кушать вкусняшки. У Самантика у нас морковка, макарошка и мяско. И сыр. Сыр, ты забыла самое важное. Видишь, как делает она? Папа, там еще птицы просто летают. Не-не, ешь потом. Ешь потом нам. Там И шапочка птички наша летают. любимая. Там птички летают, а там собачки гуляют. Вау-вау, кау, все с нами. Сейчас скажи, какая классная площадь, как мне здесь нравится, сколько тут людей красивых.
Все приветливые, все улыбаются, все здорово, привет. всем привет! Зайчик, кусочек мяска там тоже старайся. Да, вам конечно, покажу. стараюсь. Что тут мясо не давать? Как мясо не давать? Как мясо не давать? Ну, конечно, тфу-тфу-тфу, оно и так у нас мяско хорошо ест. Особенно если в руки ей дать с косточкой, то вообще то, что надо. Привет. Не играйся, когда ест. Ара. Арай. Мишка, ты почему плюешься? Мера. Нельзя, кушай. Слышишь, птички? Ка-ка. Они все на тебя смотрят, а ты еду выкидываешь. Ты хочешь их кормить? Они будут кушать, ты понимаешь, без этого. Сейчас твоя очередь. Ты покушаешь, потом они покушают. На, поешь. И это тоже. Молодец. И не рассказывай мне сказки. И ты тоже. Как на армянском ты сейчас с ней говорил. И ку-ку. Дамбуль, не делай так. Мера. Дай. Нельзя дамбуль говорить вообще-то. Ну ты не дамбуль, ты так красиво только что говорил. Ай, этинча, это куту-куту-куту-куту-куту. Саманта, Папа говорит, кучку-кучку-кучку-кучку. нельзя так делать. Не балуйся, дочь. Давай красиво с папой на армянском поговорите и Сырок все. будешь кушать? Сырок. Сырок, пап, да, макароны нет. Все, короче, наелась, больше не А буду ты давать. ей морковку даешь, и ей, когда еще суховато, она тоже плюет. Поэтому там морковка находится. Хотела выплюнуть, но поняла, что сыр, и взяла Там не обратно. сыр, мясо было. А мясо? Морковка. Вот хитрун такой. Просто папин хитрун. Это маленькие окопики, если кто-то не знает. Все знают. Тебе вкусные тортики были? Таков вообще не любит, когда его снимают, когда он кушает. Да. Ну, поскольку оператор я в этой семье, я сама выбираю, что снимать. Да, Самантуль, да-да. Маши всем, да-да, привет. Ты говорила, да, папа закинул еду, да? Слава богу, ты улыбаешься, девочка моя. Ля-ля-ля. Ура, пошли развлечения. Немка попросила сфотографировать Саманточку. Просто это первый раз в жизни у нас такое. Ай, как ей нравится. Куда? В своем беленьком. Пока, маши, Самантуль. Пока. Да, Саманта. Ой. Наконец-то можно этими шариками понаслаждаться, собачками. Сейчас убежит солнышко, смотри. Все, мама, ты за ней смотришь музыку. Я сажусь, не садись. Так, закончили мы с кофе питьем, с торта еданием.
теперь следующее, что бы хотелось сделать, хотим Саманту купить обувь. Потому что вся обувь, что у нее есть, стала маленькой. А новые я хочу заказать, опять же, семейный. И то модель, которая выбрана, ну, короче, жду скидок. Потому что, ну, чуть дорого получается, если купить без скидок. Поэтому сейчас посмотрим, что-то такое на, так скажем, каждый день выберем, если получится. И у Самантика будет каждодневная обувь. Скажи всем пока. Пока, уходим. Все, довольна? А микрофон что, сейчас упадет? Ничего? Чего? Главное, жена довольна. Так, идем в первый магазинчик, смотрим Саманте какой-то кросс. Ну, еще рано это. Но они маленькие еще. Хотя можно. Есть разные размеры. Но сейчас на лето лучше не брать, а то непонятно, какая будет ножка. Вот эти классные, но тоже большое. Покажите, покажите, вот, смотри. 27 размер. Не, нам нужны 21. Но они что-то сильно перегибают. Вот это за 70 евро. А это прям... Balance, типа. Какая разница, у нее Джорданы. 60. Ну, такие вансы я хочу купить. Я вообще хочу белое, что ли? Белая? Да. Ну, короче, я, если честно, выбрал уже, что хочу купить. Если что-то сейчас тут по скидке будет, то куплю. А так я не хочу платить по 70 евро за 2-3 месяца. Кроссовок тут особо никаких нету. Во-первых. Во-вторых, те, которые есть, очень дорого. Ну, здесь серьезно, согласитесь, там 70 евро отдать за вот такую малюсенькую. Да, я не против. Можно раз какое-то время, но не раз в 3 месяца, как минимум. А то и может раз в 2 месяца. И хочется не в одной там водить гулять, хочется несколько штук. Так что, ну реально, обувь и вообще для малышей все нормально стоит. Мы правильно пошли? Да. Мы правильно пошли к следующему магазину. Вот еще один такой стенд, где ничего такого нету. Хотя можно вот быть вот эти. Сейчас посмотрим. Подержи. Сейчас размер посмотрим. 20 вроде. Да, 20. Что стоит? 25 евро. Опять? Ну, не особо сказать вау. Ну, хоть более-менее, да. Смотри, вообще ничего выбрать нечего. Вам то, что нравится? Сейчас одену ей. Можешь сесть. На, этого нет. Давай ножку. Смотри. Ну, вообще нормально зашли. Они будут выглядеть, как будто бы они очень большие. Да какая разница, главное, что... Ну, да, ей будет, мне кажется, максимально удобно. Сейчас опущу, пусть походит. Если что, возьмем, пусть погоняет в этих тоже. Тебе нравится? Мне хочется ей обувь уже какой-то. А то у нас реально то, что нет, у меня напрягает. Ну что, эти хорошие на нее. То, что мы еле одеваем. Сама-то иди походи, посмотрим, как тебе. Откуда ты это взяла? Эти нравятся, да? Эти хочешь? Ну, не маленький, 23 размер. Может, такой оденем? А что такое? А что? Май месяц еще. Вообще в Германии нет жары. Да, убегай, убегай, сразу убегай. Тебя не выпустили, а ты убегаешь. Давай, походи, посмотрим. Ну что, сам Антон, берем? Или вот что-то такое купим прямо сейчас, чтобы одевал, чтобы что-то было на ноге. Все равно жарко сейчас. Зайчик, она босиком только что. Хорошо, она сейчас босиком гоняла. То есть в этом... Все, решение было принято. Это не наш вариант, убираем. Будешь гонять босиком. Да, вот эти розовые, посмотри, может тебе понравится. Это убираем сюда. Мама сказала, что она не может в этом ходить. Вот так. Решение приняли после маминого объявления, что мы это не будем покупать. Но это не мама решила не покупать. Ну, мама сказала, папа решил. Так, все-таки решили купить одну обувь недорогую за 9 евро. Да, 10 евро. Продукция моя не самая предпочтенная.
Но что поделать, что есть, то и есть. Ну, сейчас через месяц они в самый раз будут. Да я думаю, вообще сейчас в этих гонять и все. Все, пошли. Молодец, Саманта. У тебя новый выбор. Кстати, напишите в комментариях, как вам обувь нравится или нет. Нам очень интересна ваша мысль. Все, миссия завершена. Обувь куплена. Вот такие леопардочки. Миссия следующая. Дойти до дома. Это уже сейчас мы в неизвестность, можно сказать, идем. Может быть, пойдем и сразу сядем и доедем без проблем. А может быть, пойдем, опоздание будет, а потом пересядем, а потом второе, третье, пятое. Я уверен, надеждой полон, что проблем не должно быть. А как будет на самом деле? Как-то так. Платформу дошли. Время поездки через 10 минут. Но сейчас уже что-то объявляют. Нет, нам ничего не грозит пока что. Очень хочу, чтобы не было опозданий. И быстро, качественно, кайфово, без претендентов доехали. Садись. А что? Короче, у нас все хорошо, настроение классное. Хороший день провели. Прям реально хороший день. Несмотря на маленький инцидент, но мы решили, что мы это забыли. Больше об этом не будем говорить. Никогда. Да, вижу еще, что обувь была удачно выбрана. Саманта прям старается их снять очень стремительно. Да, Сэмми? Сесть-то сели, но что происходит, это просто нечто. Там велик на велике стоит. Я еле коляску, ношу, завез и смотрю, хотят еще и поднять человека с ограниченными способностями. Человека на инвалидной коляске. И просто эти велики начинают разбирать туда-сюда, сюда-туда. Я Танюшку отправил, говорю, вон там место есть, иди сядь. Она пошла, быстро села. Я коляску, нашу миниатюрную чик-чик сложил. И вон коляска. Вот Танюшка сидит. И надеюсь, сейчас самое тяжелое уже в прошлом, потому что опозданий не было. Саманта себя кайфово чувствует. Поднять, опустить. И едем. Давай. У нас освободилось соседнее место. То есть у нас теперь 3 свободных места, хоть и весь вагон, можно сказать, занят. И эта девочка вот так туда, туда упадешь, сейчас упадешь. Покажи свою новую обувь. Покажи, какая у тебя красивая обувь новая. Ой. Да, вау, очень красивая. Еще вторую ножку покажи. Эту. А покажи, как лошадка делает. Лошадка. Лошадку делай. Лошадка. Гоняем туда-сюда, называется. Доехали. И этим можно сказать все. В принципе, Танюшка хочет идти спереди, дать Саманту еду. Оператор, работай нормально. Что ты тут меня тормозишь? Очки, я же ничего не вижу. Я понимаю. Хочешь мою ручку убери, за ручку иди? Так можно? Да. Я сейчас в стену зайду, ты знаешь. Хорошо, я знаю, что ты просто у меня лучший оператор, который я заслужил. Ездили мы классно, если честно сказать, сидя, но опять же появляются какие-то маленькие но, которые никогда не бывает, чтобы не были. Да, мы, может быть, очень сильно требовательные, но по-другому мы не можем быть. Мы такие, какие мы есть. Очень много народу было. И это не то, что мешает, это прям конкретно напрягает. Потому что хочешь, усесться чуть-чуть поудобнее. Плюс к тому, что
твоя задача усеться нормально, спокойно. У тебя есть Саманта, которая не сидит, а крутится в 6578 сторон. Всем улыбается, всем машет, кушать просит, водички. Потом она вспомнила, что ей нужно каркар увидеть. Потом она лошадку хочет. И все это одновременно. Поэтому, друзья, пожалуйста, кто там, кто нас смотрит при деньгах, помогите купить машину. Мы будем вам очень-очень сильно благодарны. Присоединяюсь. В принципе, все, что хотели мы сегодня сказать, показать вам, мы все это сделали. С Самантой, слава богу, все хорошо. Со мной, слава богу, все хорошо. С Танюшкой, тем не менее, все хорошо. Вы были на канале Sirikanen Family. Не жалейте лайки, подписки обязательные и комментарии. Это нам очень-очень нужно, и это нам очень помогает. Все, друзья. Пока-пока, Саманта. Давай, пока сделай. Кучеряш. Пока.